Привет, друзья! В прошлом году я увлекся советскими дозиметрическими приборами, в основном военной серии ДП. Начинал с недавних приборов из 80-х годов, потом перешел в 60-е годы и вот, наконец, добрался до самого первого рентгенметра, выпущенного на территории Советского Союза. Это ДП-1А. В своем обзоре рентгенметра ДП-1В я уже упоминал, что линейка ДП-1 состояла из трех приборов с литерами А, Б и В. Из этого можно сделать предположение, что уже на момент производства первого прибора предполагалось, что он будет иметь продолжение. Именно поэтому самый первый рентгенметр называется ДП-1А, а не ДП-1. Однако самое интересное, что у ДП-1А был его прототип, рентгенметр ЕФМ, который выпускался в ГДР и имел аналогичную конструкцию, отличаясь лишь компонентами. В ЕФМе все радиодетали немецкие. Предположительно, ЕФМ производили с 1949 по 1954 год в ГДР для Советского Союза. ДП-1А – это полевой дозиметрический прибор, который используется для ведения радиационной разведки. Он позволяет измерять мощности доз гамма-излучения, а также определять наличие бета-излучения на зараженной местности. И вот он у меня в руках. Согласно имеющейся информации, ДП-1А выпускались с 1953 по 1955 год. Хотя, вероятно, это не так, поскольку в интернете я встречал фотографии приборов только 1955 года выпуска. До сегодняшних дней дожили совсем немного этих рентгенметров, и их можно считать раритетом. Но фортуна ко мне вновь повернулась лицом. Я удачно приобрел ДП-1А на Авито в хорошем внешнем состоянии и будучи почти работоспособным. У него был неисправный микроамперметр, но эту проблему я решил, о чем отснял отдельное видео. Конечно же, сегодня почти нет никаких шансов найти в продаже полный комплект. Мне этого тоже не удалось, я купил только сам прибор. Поэтому информацию о комплекте ДП-1А будем собирать по частям. Прибор поставлялся в фанерном укладочном ящике, почти таком же, как и последующие ДП-1Б и ДП-1В. На фотографиях вы можете примерно увидеть, как выглядел этот ящик. На рисунке из книги можно рассмотреть также и имущество, входящее в комплект прибора. Это сам прибор, укладочный ящик, ремни для переноски, батарейки, фонарик, запасная лампа и отвертка. И, конечно же, документация. К некоторым комплектам прилагался радиоактивный контрольный источник. Теперь покажу вживую то, что у меня есть из имущества. Два универсальных ремня для переноски. Эти ремни я сделал самостоятельно. Различные аналоги элементов и батареи питания, тоже изготовленные мной. Электрический фонарь. Запасная электрометрическая лампа 1Е, 1П. И обыкновенная шлицевая отвертка. Корпус ДП-1А выполнен из алюминия толщиной 1,5 мм и окрашен темно-зеленой краской. Масса прибора 5,5 кг без батарей. Габариты 270 на 200 на 250 мм. Рентгенметр имеет 4 поддиапазона измерений, и полный диапазон работы прибора от 0,04 рентгена в час до 400 рентген в час. Прибор может работать в любых природных условиях, от минуса 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Погрешность измерений от 20 до 30% в зависимости от участка шкалы. Время подготовки к работе не более 5 минут. Основа ДП-1А – это ионизационная камера, усилитель постоянного тока на электрометрической лампе 1Е, 1П и измерительный прибор микроамперметр. Приступим к осмотру внешнего вида. Лицевая панель прибора закрыта откидной крышкой с предупреждающей надписью «После работы выключи прибор». Крышка уберегает рентгенметр от осадков при работе под дождем или снегом. На передней стенке кожуха находится крышка отсека питания, который крепится 10 винтами. По бокам есть два специальных штифта для крепления ремня.
Еще два штифта находятся снизу, выполняя также роль ножек. На боковых панелях нанесена специальная маркировка, которая показывает центр ионизационной камеры, что необходимо для правильной установки прибора в мастерских при градуировке. На задней панели также присутствует маркировка места, куда нужно прикладывать радиоактивный контрольный источник для проверки работоспособности прибора. Единственное, чего боится ДП-1, это ударов и падений, так как микроамперметр и радиолампа довольно хрупкие. Чтобы открыть основную крышку прибора, нужно выкрутить один винт. Крышка просто откидывается вверх. А чтобы она не мешалась, ее можно снять с прибора. Как видно, по краю крышки имеется резиновый уплотнитель, а в центральной части есть окошко для того, чтобы можно было снимать показания с измерительной головки. На внутренней части нанесена основная инструкция по работе с прибором. Эта инструкция очень краткая. На первом шаге устанавливается напряжение накала электрометрической лампы. На втором шаге прибор переводится в рабочий режим. На третьем шаге регулируется установка нулевого положения стрелки. На четвертом производится аналогичное действие на нужном поддиапазоне. После этих действий прибор готов к работе. Переходим к осмотру лицевой панели ДП-1А. В центре расположен измерительный прибор микроамперметр. Вверху слева находится главный переключатель. Под ним регулятор напряжения накала лампы. Чуть ниже в резьбовом гнезде маленькая отвертка для работы с регулятором. Справа от измерительного прибора мы видим переключатель рабочих поддиапазонов. Ниже находится регулятор чувствительности прибора, который используется при градуировке рентгенметра. Под ним расположен регулятор установки нулевого положения стрелки. Над микроамперметром находится кнопка «Проверка нуля» для установки стрелки на нуль в условиях радиоактивного окружения. Ну и в углу мы видим шильдик с наименованием модели, логотипом производителя, годом выпуска прибора и его серийным номером. На днище рентгенметра имеется откидная алюминиевая заслонка, которая может находиться в двух положениях – закрытом и открытом. Крышка необходима для определения наличия бета-излучения. В открытом состоянии бета-лучи свободно проходят через окно, прикрытое целлофановой пленкой, и попадают в ионизационную камеру. В закрытом состоянии бета-лучи попасть внутрь прибора не могут, и рентгенметр измеряет только гамма-радиацию. Крышка фиксируется в нужном положении замком. Окно защищено от механических повреждений с помощью металлической сетки. Для переноски рентгенметра имеются два ремня. Как я уже говорил, у меня их в комплекте не было. Я сделал ремни самостоятельно. Купил два ремня шириной 3,5 см. Застежки согнул из сварочных электродов. Крепление сделано на заклепках. Получилось очень неплохо. Переносить ДП-1А можно несколькими способами. В нерабочем состоянии его проще всего носить за спиной. Тогда оба ремня крепятся к прибору по бокам и снизу. А затем прибор переносится за спиной как рюкзак. В рабочем состоянии рентгенметр располагается на груди. Один из ремней крепится сверху и надевается на шею. Второй снизу и опоясывает дозиметриста. А для переноски в руке есть третий способ, когда ремень просто укорачивается по длине за счет пряжки. Для работы в темноте в комплект ДП-1А входит фонарик. Он питается от батарейки 3336 с напряжением 4,5 вольта.
В фонарике используется 2,5 вольтовая лампочка. С помощью откидной петли фонарь можно прикрепить к корпусу рентгенметра. В темноте он довольно неплохо освещает панель прибора. Чтобы рентгенметр работал, ему необходимы источники питания. Для работы ДП-1А требуется 5 батарей. Дело в том, что в приборе нет преобразователя напряжения, поэтому для каждой электрической цепи нужна своя батарея. Самая простая из них – это элемент 2С, он же 145У или 1,6 ПМЦ-У8. Это 1,5-вольтовый элемент питания, вместо него можно взять любой современный аналог. Штатный срок работы прибора от этого элемента до 50 часов. Он необходим для питания нити накала лампы. Это цепь с наибольшим энергопотреблением. Вторая батарея 13-вольтовая 13 АМЦГ-05, она же БАС-Г13. Оригинальная батарея имеет 6 выводов, но в приборе используется 5. Это минус, а также плюсы питания на 3,2 вольта, 8, 11 и 13 вольт. В обзоре рентгенметра ДП-1В я уже говорил, что сделал такую батарею из 8 элементов 3А, припаяв выводы в нужных точках и поместив элементы в корпус, который я напечатал на 3D принтере. Оригинальная батарея рассчитана на 300 часов службы. Батарея АМЦГ питает усилитель постоянного тока прибора. Остальные три батареи 100-вольтовые 100 ПМЦГ-005, она же ГБ-100. Они необходимы для питания ионизационной камеры. Батареи подключаются последовательно, то есть общее напряжение составляет 300 вольт. К счастью, все 300 вольт необходимы для работы рентгенметра только на 4-м поддиапазоне. Для работы на первых 3 поддиапазонах достаточно одной батареи напряжением 100 вольт. А для работы только на 1-м поддиапазоне хватит и 10 вольт. При этом ПМЦГ в принципе не нужна, так как можно запитать прибор от батареи АМЦГ с помощью перемычки. Поэтому я сделал всего одну батарею ПМЦГ из маленьких 12-вольтовых батареек 27А. Соединив последовательно 8 штук и поместив их в напечатанный на принтере корпус. Таким образом, я могу измерять радиацию на первых 3 поддиапазонах, а мне больше и не надо. При работе рентгенметра батарея ПМЦГ практически не разряжается, поэтому продолжительность ее службы в приборе равна расчетному сроку эксплуатации самой батареи. Давайте установим батарею в отсек питания. Для этого сначала надо отвинтить 10 винтов и снять крышку отсека. Как видно, по периметру крышка имеет резиновый уплотнитель для сохранения герметичности. Отсек питания изолирован от основного отсека для того, чтобы испарения от батарей не попадали на электронику. Кстати, электролит из них вытечь не может, так как все батареи сухие. На внутренней стороне крышки есть рисунок со схемой подключения источников питания. Как видите, здесь нет ничего сложного. Клемм действительно много, однако они сгруппированы и подписаны. Первым я подключу элемент накала 2С. Затем батарею АМЦГ. Сначала минус, затем плюс на 3,2 вольта, 8, 11 и 13. И, наконец, батарея ПМЦГ. В этом случае сначала подключается плюс, затем минус, чтобы вас случайно не ударило током. Дело в том, что минус соединен с корпусом прибора. Осталось только закрепить батареи с помощью скоб.
Затем закрыть крышку батарейного отсека. И рентгенметр будет готов к работе. Поскольку мои батарейки не соответствуют по размерам оригинальным, зафиксировать я их не смогу, но это не страшно. У DP1A шкала прибора всего одна, и она размечена в рентгенах в час, от 0,04 до 0,4. В центре шкалы есть красная метка у накала, по которой настраивается питание цепи накала лампы, равное 1 вольту. Главный переключатель имеет 3 положения – выключено, накал и работа. В первом положении питание DP1A отключено, контакты микроамперметра замкнуты, и таким образом измерительная головка защищена от электромагнитных импульсов. В положении накал производится установка напряжения накала лампы. В положении работа производится измерение радиации на рабочих поддиапазонах. Переключатель поддиапазонов имеет 4 положения, обозначенные множителями. Показания рентгенметра считываются по шкале микроамперметра с учетом множителей. На первом, самом чувствительном поддиапазоне умножить на единицу, показания считываются напрямую, то есть можно измерять излучение мощностью от 0,04 до 0,4 рентгена в час. На втором поддиапазоне показания умножаются на 10, то есть от 0,4 рентгена в час до 4 рентген в час. На третьем в 100 раз, от 4 до 40 рентген в час. И на четвертом показания нужно умножать на 1000. Таким образом, можно работать в зонах с излучением от 40 до 400 рентген в час. Прежде чем включать прибор после установки новых батарей, необходимо с помощью отвертки установить регулятор накал в крайнее левое положение, чтобы не сжечь нить накала лампы от высокого напряжения. Теперь можно переводить главный переключатель в положение накал. Стрелка измерительного прибора отклонилась. Для корректной настройки напряжения лампы необходимо с помощью отвертки и реостата установить стрелку в положение у накала. Теперь питание настроено верно. Осталось лишь подождать 2-3 минуты, чтобы лампа полностью прогрелась и вышла в рабочий режим. Переключатель поддиапазонов устанавливается в положение 1000. А главный переключатель переводится в режим работы. С помощью регулятора установка нуля необходимо установить стрелку на нулевое положение. Если эти действия проводятся в радиоактивной обстановке, нужно удерживать кнопку «Проверка нуля» при регулировке. Если радиация вокруг отсутствует, кнопку нажимать не обязательно. Те же самые действия следует повторить на всех 4 поддиапазонах и убедиться, что стрелку можно установить на 0. Для проверки работоспособности DP1A в его комплект входил радиоактивный контрольный источник на основе кобальта-60. Это гамма-активный препарат с периодом полураспада в 5,3 года. Контрольный источник представляет собой свинцовую пластину. С лицевой стороны на нем указана модель, номер и дата производства. Конечно же, в руках у меня не настоящий источник, а напечатанный на принтере муляж. Чтобы проверить работоспособность, необходимо установить прибор горизонтально. Затем включить поддиапазон умножить на единицу. После этого приложить источник к желтому квадрату на задней стенке прибора. При условии, что контрольный источник свежий, не старше 2 лет, стрелка рентгенметра должна показать 0,08 рентгена в час, то есть 4 деления шкалы. Если это не так, необходимо откалибровать рентгенметр по эталонному образцу. Для калибровки используется регулировочный потенциометр чувствительности, который расположен под защитной крышкой. Как уже говорилось, рентгенметр DP1A предназначен для определения мощности дозы гамма-излучения. Такие работы проводятся при закрытой нижней крышке бета-фильтра на высоте от 70 до 100 см от уровня Земли. При перемещении из незараженных областей прибор переводится в поддиапазон умножить на единицу.
чтобы можно было сразу определить появление радиационного заражения. А при проведении разведки в зараженных зонах прибор следует включать в режиме умножить на 1000, а затем переключаться на более чувствительные поддиапазоны. Помимо измерения мощности дозы гамма-излучения с помощью ДП-1А можно определять присутствие бета-зараженности и оценивать ее мощность. Для этого нужно произвести два замера на расстоянии 20-25 см от измеряемого объекта. Первое измерение с закрытой нижней крышкой, второе с открытой. Если во втором случае показания будут выше, чем в первом, это значит, что обнаружено бета-загрязнение. Разница между двумя показаниями, умноженная на 10, дает приблизительную величину мощности бета-излучения. Да, по военным стандартам 50-х годов бета-поток допускается измерять в рентгенах в час. При работе в загрязненных зонах необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать кожух рентгенметра. А теперь я покажу, как ДП-1А определяет источник ионизирующего излучения. У меня есть мощный бета-источник, это контрольный препарат от рентгенметра ДП-2. Я открою нижнюю крышку прибора и переключусь на самый чувствительный поддиапазон. Стрелка микроамперметра должна быть установлена на 0. Теперь я поднесу радиоактивный источник к окну в днище рентгенметра. Вы видите, что стрелка прибора сразу же отклоняется на определенную величину в 0,2 с небольшим рентгена в час. Конечно же, это условная величина для бета-потока. Можно переключиться на менее чувствительный поддиапазон и повторить эксперимент. Как видно, стрелка также отклоняется, когда я подношу источник излучения. Опыт наглядно демонстрирует, что ДП-1А полностью работоспособен спустя 65 лет после его изготовления. Пришло время ознакомиться с внутренним устройством ДП-1А. Для доступа внутрь корпуса нужно открутить 8 винтов по периметру. После этого можно вынуть центральную панель из кожуха. Как и в других местах, здесь мы видим широкую уплотнительную прокладку для полной герметичности прибора. На днище видно пленку, которая закрывает окно для бета-частиц. А еще в глаза бросается предупредительная надпись «Высокое напряжение» рядом с разъемом колодки питания. Перед нами шасси прибора. Сверху расположен блок ионизационной камеры. Ее корпус сделан из пластмассы. Объем камеры около 1200 кубических сантиметров. Здесь мы видим микроамперметр, регуляторы установки нуля и чувствительности, колодку питания. А вот это проволочный реостат для установки напряжения накала. Его сопротивление 30 Ом. И, наконец, с другой стороны установлен главный переключатель. Корпус ионизационной камеры крепится на 14 винтах, и для доступа внутрь нужно выкрутить их все. Работы по вскрытию камеры необходимо проводить только в чистом сухом помещении. Попадание влажного воздуха нарушит работоспособность прибора. Именно поэтому ионизационная камера столь тщательно изолирована от окружающей среды. Итак, я открутил все винты, и мы можем ознакомиться с конструкцией ионизационной камеры. Стенки корпуса покрыты токопроводящим составом, который называется аквадак. Это графит в гелеобразном состоянии. Верхняя часть камеры имеет окно, покрытое алюминиевой фольгой, которая пропускает бета-частицы внутрь. Стенки здесь выполняют функцию анода, то есть положительного электрода камеры. Центральный электрод играет роль отрицательного электрода камеры, катода. Именно между катодом и анодом создается электрическое поле благодаря высоковольтной батарее. Чтобы полностью исключить утечку тока, стойка катода крепится к панели через изолятор. Посмотрите, какой красивый оранжевый цвет у изолятора. Это самый настоящий природный янтарь. В более поздних рентгенметрах вместо янтаря уже применялось оргстекло.
Также здесь мы видим плату переключателя поддиапазонов и припаянные к ней 4 высокоомных резистора с сопротивлением от 47 мегаом до 47 гигаом. Они здесь закреплены навесным монтажом, чтобы минимизировать утечку тока. И именно по этой причине вся усилительная часть находится внутри корпуса ионизационной камеры, чтобы не было никаких паразитных утечек. А собственно усилителем тока служит электрометрическая лампа 1E, 1P, которая скрыта от нас под защитным алюминиевым колпаком. Чтобы можно было легко добраться до лампы, я отпаяю проводок. Теперь можно снимать экран, для чего надо ослабить два винта. И повернуть его. И вот она, электрометрическая лампа 1E, 1P, на основе которой построен усилитель постоянного тока. Дело в том, что ионизационный ток, который возникает в камере под воздействием радиации, очень маленький. От 4 триллионных ампера до 400 миллионных ампера. Никаким прибором невозможно его измерить. Ламповый усилитель состоит из высокоомных резисторов и лампы и имеет коэффициент усиления 1,25 миллиона раз на самом чувствительном поддиапазоне. И такой ток уже можно измерить с помощью микроамперметра, который способен работать с током до 50 микроампер, то есть до 50 миллионных ампера. Кстати, что обозначает маркировка лампы? Первая цифра, единица, это напряжение накала лампы 1 вольт. Буква «Э» обозначает тип лампы – тетрод. Тетрод – это лампа, имеющая 4 электрода, катод прямого накала, анод и 2 сетки, управляющую и экранирующую. Следующая цифра 1 – номер разработки лампы этого типа. Последняя буква «П» – конструктивное исполнение лампы, то есть пальчиковая с жесткими выводами. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что при работе с деталями, находящимися внутри ионизационной камеры, требуется идеальная чистота. Если вы коснетесь руками корпуса лампы или резисторов, то возникнет загрязнение из соли и влаги от пальцев, и это загрязнение будет создавать утечку тока при работе прибора. Это выразится в том, что станет невозможно установить стрелку на 0 на всех поддиапазонах. Особенно заметная утечка тока будет на самом чувствительном поддиапазоне. В этом случае нужно разобрать камеру и протереть спиртом корпус лампы и высокоомные резисторы. После этого прибор заработает нормально. Как видите, электрическая схема DP1A очень примитивная. Лампа, ионизационная камера, несколько резисторов и микроамперметр. Наверное, только благодаря своей простоте он и сохранил функциональность до наших времен. Когда этот DP1A попал ко мне, он выглядел как типичный забытый всеми прибор, грязный, со сколами. Я его отмыл с помощью различных чистящих средств, насколько это было возможно. Мутные пятна от резиновой прокладки удалил с помощью спирта. Лицевая панель после чистки заблестела. Сколы частично закрасил краской цвета хаки. Она не совсем совпадает с оригинальным цветом, но это лучше, чем вид голого металла. Белые полоски на переключателях выглядели не очень хорошо, и я их восстановил, заполнив белой краской. Еще у прибора от времени рассыпался резиновый колпачок на кнопке «Проверка нуля». Я напечатал новый колпачок на принтере из резиноподобного полимера. Ну и наконец был сломан микроамперметр, и мне пришлось его заменить. И вот теперь рентгенметр снова в строю, хорошо выглядит и ни на что не жалуется. Ну что же, друзья, я показал и рассказал о DP1A все, что мог. Как всегда, я получил огромное удовольствие от приобретения рентгенметра и запуска его в работу. И ведь это наша история, это самые первые военные приборы для измерения мощности радиации в полевых условиях. Надеюсь, вам было интересно. А я благодарю всех за просмотр, до свидания и до новых встреч на моем канале.